Следующий вопрос связан с событием, которое тоже произошло 11 октября. Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя, на котором находились российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейк. Стоит отметить, что, как пишет здесь Александр, произошло 11 числа. Это очередная выходка подпиндосников или матричное событие, что Союза Америки и России не будет? Никакой матричности здесь нет, это все абсолютно рукотворно, что в принципе и ожидаемо при назначении Рогозина главой Роскосмоса. То есть, что же касается содержательно этого процесса, то не надо забывать, значит, две вещи. Первая вещь – это не было бы счастья, да несчастье помогло. Вопрос о том, что российская космическая техника в разы превосходит достижения американской космической техники, в очередной раз подтверждено. Как только начались космические полеты, так сразу же, типа в тоталитарном обществе, которое не ценит людей, сразу же была поставлена задача по созданию автоматической системы спасения экипажа корабля на любом участке полета. И эта система уже неоднократно срабатывала. Она модернизируется, она развивается, год от года становится лучше. И что интересно, несмотря на то, что срабатывание таких экстренных ситуаций-то было считанные разы, спасательные службы сработали великолепно. То есть и техника сработала великолепно, и спасательные службы не спали, а отработали так, как положено. А ведь могли бы, все, расхолодиться и ничего не делать. Именно, кстати, из-за этого утонула одна из ступеней Фалькона. То есть, она должна будет типа прилететь, вот. Но оказалось немножко все не так. И поэтому американцы расслабленные, они же там все умеют. А вот эти американцы, типа заботящиеся о жизни своих людей, они даже не ставили задачу создания автоматической системы спасения космонавтов. Почему? Потому что это было не по их способностям. Им бы удержаться в самых рамочных формах в гонке, в космической гонке с Советским Союзом, продержаться до того момента, когда внутренние предатели Советский Союз не положат к ногам Соединенных Штатов. И повторю еще раз. Наши предатели успели разрушить Советский Союз и положить его в качестве жертвы под ноги американцам, опередив крушение Соединенных Штатов всего лишь на полгода. Еще бы полгода просуществовал Советский Союз, и рухнули бы Соединенные Штаты под давлением экономических, политических и военных проблем. Там все было перегружено. Только крушение Советского Союза спасло Соединенные Штаты от крушения. И западный мир от всего крушения спасло. Но другое дело, что руководство СССР не потянуло бы такой глобальной ответственности за все процессы. Не смогли бы поднять. Вспомните, как это советское правительство кинуло руководителей всех государств, входивших в советский блок. Какая страшная судьба постигла руководителей ГДР. Вот не икается этому предателю Горбачеву за судьбу Хонекера или Маркуса Вольфа. Так вот, Соединенные Штаты даже не ставили такую задачу, а ведь, казалось бы, могли. Их челлендж, этот самый шаттл-то летал, а 7 человек в такой же ситуации, они могли быть спасены. Если бы задача стояла перед Соединенными Штатами, вернее, если бы они смогли реализовать задачу создания автоматической системы спасения.
Такой задачи у них не было, они ее не реализовывали, потому что не могли. Но и у них отношение-то к людям совершенно другое. Это в капитализме человек человеку враг, волк, а в России при социализме, коммунизме человек человеку друг, товарищ и брат. Это у них падающего подтолкни, а здесь товарищу помоги. Это русский мир, товарищу помоги. И соответственно этому Советский Союз, как одно из проявлений русского мира, и занимался спасением космонавтов. И оно сработало, пригодилось. А теперь идем, а почему же это все произошло? А мы забыли, что вот совсем недавно с таким азартом все обсуждали дырку в обшивке корабля. И как американцы требовали сразу же на этом корабле лететь и спасать. Ну, всем известно, что российская сторона вполне обоснованно обращалась к американцам дать заключение по поводу психического состояния одного из членов американского экипажа на предмет адекватности поведения. Этот член экипажа сейчас там, на космической станции. Ее не пустили спуститься на первом корабле. И у американцев сейчас стоит задача, как максимально красиво выйти из этой ситуации. Мало того, что американцы совершенно не слушают наших специалистов, которые дают определенные рекомендации по совместимости членов экипажа на космическом корабле. Минимально подходит, а там как получится. И для них главное деньги решают. Те корпорации, которых представляет этот человек, это решает. А тут минимально совместимый, все пойдет. Там даже в таком стесненном объеме даже лучшие друзья начинают вступать в конфликты. Но американцам это по барабану. И они запускают свои экипажи. Почему они запускают экипажи вот в таком порядке? Да потому что в американской космонавтике никогда не было длительных полетов. А те программы полетов, которые подразумевают взаимодействие с нашими космонавтами, так у нас их и готовят по нашей программе. То есть, если он с нашим космонавтом не может быть совместимым длительный срок, так наши его и бракуют, и выводят. Не американцы. А там, где в русле чисто американской космической программы, да вам какая разница, это же не в вашем сегменте. Это вот у нас, так мы и отправляем своего человека по своим правилам. Ну вот отправили. И у человека, в общем-то, поехала крыша. Нужно спускаться. Американцы говорят, нет, вы там как хотите, так выкручивайтесь. Там у них проблемы с туалетом, как вы помните. Это все от этой барышни. Вот. Русским платить за космическое такси мы из-за нее не будем. Вот. Спускайтесь, как делайте с ней что хотите. А у нее-то все. Ну и вот. Появляется дырочка. Появилась ли она по согласованию с Хьюстоном, или же она появилась в результате инициативы американского экипажа, это вопрос такой, не играющий принципиально большой роли. Вот. Но то, что Хьюстон полностью работал на то, чтобы стравить как можно больше воздуха и заставить на этом корабле совершить посадку, а там тот отсек сгорает в атмосфере, то есть шито-крыто все, и человека вернули. Это Хьюстон работал по полной программе. Однако наши заклеили, сохранили и начали работать по заранее утвержденному плану. То есть никуда не двинулись. И встает дальше вопрос. Но человек-то там, у него же проблемы-то остаются, дырка-то уже есть, и вот эти две проблемы надо решать.
И у американцев нарисовался красивый план. Нужно сделать таким образом, чтобы у русских не осталось варианта, кроме как спустить экипаж на этом корабле. Тогда улика сгорит в атмосфере, а психическое здоровье члена американского экипажа можно тоже списать на то, что произошло. Ну, передержали ее на орбите. Но для этого нужно максимально затянуть возвращение с орбиты. А вот то, что как она там себя будет вести, ну, Хьюстон вообще не волнует, американцев не волнует. Вот отсюда и авария. Через свою внутреннюю агентуру. Еще раз говорю, чиновничество с таким мировоззрением, о котором мы говорили, которое есть в России, оно и в министерствах, и везде, оно с удовольствием выполнит любое пожелание американских хозяев. И они выполняют. К вопросу о полномасштабной Саяно-Шушенской ГЭС по всей стране. Вот мы и получили. И сейчас из этого надо выходить. И выходить аккуратно. Потому что американцы делают таким образом, чтобы все издержки и репутационные, и технические, и финансовые легли на Россию. А они опять бы были в шоколаде. И чиновничество, подпиндосники в России любого уровня, хоть районного, хоть областного, хоть министерского, хоть профильного, готовы вы американцам в этом отношении помогать всеми силами.